Всем привет! Начинаем новый стрим, второй в этом году. Stream Elements Bot Running. И давайте проверим, как вы можете со мной общаться. Напоминаю, что если вы зайдете, например, куда-нибудь на YouTube, Stream Elements Bot Running. и можете написать что-нибудь в чате, например, сейчас напишу всем привет. Видимо это? Всем привет. А если зайдем, например, во ВКонтакт, у нас тут звук отключается. Еще один привет. Еще один привет. Тоже видно. Ну и в завершение проверка на бусте. Показать чат. Всем привет снова. Всем привет снова. То есть везде, где идет стрим, вы можете написать сообщение в чате под видео, и я его увижу. И вполне возможно прочитаю, озвучу и что-нибудь еще как-нибудь на него отреагирую. Также внизу под видео есть ссылка на донат-стрим. Туда вы можете сделать донат, и ваше сообщение точно так же появится на экране, и его точно так же озвучу. Но туда также вы можете вставить какой-нибудь, например, видео. Главное, чтобы оно было короче 10 минут. Придется немножко задонатить побольше. Но видео посмотрим обязательно во весь экран. То есть вот здесь появится небольшое всплывающее окошко. И в этом окошке будет ваше видео со звуком, все как положено. Все как-то оно так. Ну и в принципе все, наверное. Также напоминаю, что вот в этом маленьком рыженьком квадратике вы можете разместить свою рекламу. Это сделать очень просто. Также внизу есть ссылка. Так подписано, что для размещения рекламы. И вы туда приходите, делаете рекламу, пишете текст, оставляете какую-то контактную информацию, не ссылку, а именно контактную информацию, номер телефона, электронную почту, мессенджер какой-то там. Как-то оно вот так. И в течение месяца ваше сообщение будет чередоваться с другими сообщениями, которые здесь на экране оставили. Ну, собственно, вот так. К слову сказать, если вдруг вы что-то там с каким-нибудь косяком встретились, что-то не заработало, что-то чересчур хорошо заработало, звук отстает, картинка дребезжит, еще что-нибудь, сообщайте. Будем с этим бороться. На днях поломался компьютер. Не то чтобы поломался,
пришлось поменять одну программу. Более новую, но требующую денег удалил. И вместо нее поставил проверенную старую, которая хорошо работала. Все помним, какой был звук в прошлом году. И, соответственно, какой он стал сейчас. Раньше был хороший, нормальный микрофон. Но после того, как переставил Windows, этот микрофон почему-то отказывается работать. С чем это связано, я не знаю. Но если честно, если я включу микрофон, который был раньше, то вы будете слышать треск, шум и совсем не будете слышать меня. Но опять же, если раньше микрофон, который совсем нормально не работал, то сейчас в USB-камере есть микрофон, который вдруг почему-то работает относительно неплохо. Да, с этим надо бороться, надо настраивать, еще что-то там делать. Но если честно, я не понимаю, что с ним надо делать. Как вот так оно вышло. Мне показалось, или в Киеве что-то промелькнуло? Ну, посмотрим дальше. Сейчас, в принципе, все программы настроены, все вроде как бы работает. Единственная проблема это с микрофоном. Услуги по рекламе, накрутка ботов, лайков, чтоб ты сдох, собака, Яндекс.ру. Оригинальная почта. Отпишись через месяц, сколько человек позарилось на накрутку лайков, ботов и всему тому подобное. Вопрос, который вынес в главную тему, мое отношение к турбопатриотам. Отношение, как к людям, которые разводят, пытаются развести окружающий их мир на горячих темах, на то, чтобы скидывались им много-много денег. Чем больше, тем лучше. Сейчас самая горячая тема это войсковая операция на Украине, и поэтому все резко стали мегапатриотами, все рассказывают, какой плохой актер этот спел эту песню, какой плохой ректор какого-нибудь там МГУ, МИФИ, еще какого-нибудь там большого института сделал то-то и то-то год, 2, 3, 5 назад. А у меня к ним всегда такой вопрос. Вот вы ругаете какого-нибудь деятеля искусства, науки, еще что-нибудь, какой-нибудь. Без разницы. Вот вы рассказываете, что он уже не год, не два, не три, а всю свою сознательную жизнь не поддерживал существующий в России режим. Всегда был против. А почему вы молчали все это время? Почему? Смотрели «Кухню» с Назаровым и смеялись. Смотрели, слушали лекции какого-нибудь ректора и делали вид, что становитесь от этого умнее.
Ну где она, реакция? Почему вы стали патриотами, когда началась специальная войсковая операция? Чтобы быть патриотом, не нужно бегать, кричать, писать, клеймить, позорить и еще что-нибудь делать. Нужно просто хорошо работать у себя на работе. Без разницы, работаете ли вы дворником или какой-нибудь академик каких-нибудь сверхточных наук. Без разницы. Экономист в банке, частный. В полицейском околотке туалеты моете. Если вы на самом деле патриот, то не нужно бегать и кричать об этом. Нужно просто вести нормальный, порядочный образ жизни. Ровно такой же, какой был до специальной войсковой операции, ровно такой же, который будет после специальной войсковой операции. Специальная войсковая операция на вас никак не должна реагировать. Потому что, патриотизм это, грубо выражаясь, простыми словами, это просто любовь к родине и все. А то сначала вы рассказываете одно, потом другое, потом вдруг человек, который вас радовал, вас смешил, стал резко плохим из того, что спел какие-то песенки. Вы не знали, что он раньше пел? Нет, сами же написали, что да, знали. Не знали, на какую почту отправлять письмо в Следственный комитет, чтобы проверить. Ну, вы, стукач, еще тот, со стажем, наверняка об этом знали. Тем более почту знать не обязательно. Заходишь в Яндекс, пишешь, написать письмо в Следственный комитет, прокуратуру, МВД. И вас автоматом выдает 100-500 ссылок, первые 3 из которых ведут на специальную форму в интернете, заполнив которую вы напишите тем самым письмо туда, куда вам надо. Ну как-то оно вот так, все. А все вот эти крики, визги, это просто нужно привлечь к себе внимание. Вот и надрываетесь. А смотрите, я вот этого 100 раз обругал, а вот он всего лишь 50. Значит, что он его не сильно не любит. А если он его не сильно не любит, значит, наверное, он его не сильно любит. А если он его не сильно любит, врага, то, наверное, он сам враг. Конкурент мешает мне фильмки ЛГБТ продавать. В общем, обычные люди, эти турбопатриоты, которые ищут лохов, которые задонатят много-много денежек. Под видом, что будет какой-нибудь предлог. Вот смотрите. Зоопарк остался без кормежки. Давайте скидываемся, накормим кошечек, собачек, зверюшек, обезьянок и дворника. Он тоже голодает, потому что отдает первое и третье, каждый день обед, и первое и третье отдает зверюшкам. Или поможем купить протез, или поможем купить снайперские винтовки, бронежилеты, каски, квадрокоптеры. У меня есть один знакомый, который увлекся этой темой. У меня есть, у него, вернее, есть знакомые в Китае, и может там купить эти самые квадрокоптеры. Нашел одного такого товарища. Вот мы собираем деньги на квадрокоптеры, надо купить. Вот, хорошо, вступил с ним в переписку, у меня есть квадрокоптеры вот такие, по такой-то цене. Надо? То хорошо, надо. Только мы вам эту цену не заплатим, давайте заплатим чуть меньше. То нет,
Вы заплатите, сколько оно стоит. И в итоге долго ругались, долго спорили, в итоге, да, это тело из интернета объявило, что купило квадрокоптеры чуть ли не по 300 тысяч за штуку. При цене чуть больше 60 тысяч за штуку. Ну, с учетом доставки, 5 квадрокоптеров приехало. Ну, короче, еще где-то 50 тысяч заплатили за доставку. Срочную, нормальную, а не Почта России. Турбопатриот объявил о том, что один квадрокоптер они смогли купить и отправили его куда надо отправить. Было куплено 5. Купили один по цене этих самых 5. Ну и думайте сами. Это вот реальный пример одного персонажа. А их, ну, грубо выражаясь, целые сетки. И да, они именно для того и сделаны, чтобы разводить обычных людей на деньги. Ну а теперь, в принципе, переходим к основным вопросам, которые вы задавали. Вопросов немного по сравнению с прошлым разом, но все равно есть о чем поговорить. Первым номером идет поставка танков с Евросоюза на Украину. Если честно, погуглил этот вопрос, и информация такая, что сначала кто-то наверху заявляет, что они не могут поставить танки на Украину по ряду каких-то там причин. Потом находится клерк рангом чуть пониже и заявляет, что да, мы все равно поставим, но не 50, а 5. И где-нибудь к концу 24 года. Ну, если честно, я не знаю, будет ли продолжаться СВО до 24 года. Или на территории нынешней Украины пройдет референдум, и еще десяток областей проголосуют за то, чтобы вступить в Россию, и парочку других, чтобы приклеиться к Польше. Если честно, я не в курсе, не знаю. Но, как говорят в народе, обещать жениться и жениться – две большие разницы. Пока обещают. Может быть, кто-нибудь что-нибудь выделит. А может быть, и мимо проплывет. Кто его знает, как оно пройдет. Следующий вопрос про американцев. Появилась группа лиц, которая заявила, что нужно отменить полицию Соединенных Штатов Америки, потому что она не справляется со своими обязанностями. Ну, что тут можно сказать? Лично я полностью поддерживаю. В Американе полностью отменить полицию, ФБР, ЦРУ и все остальные силовые структуры.
каждый город обнести стеной. Заходишь в город, платишь рубль. Выходишь, еще один. Чем быстрее развалится, тем лучше. И все. В русском языке, да, Соединенные Штаты Америки называют Соединенные Штаты Америки. Но United States это Объединенные Государства Америки. И если они государства, ну пускай они будут, сколько их там, 25, 28, не знаю, не помню. Пускай будет там новых 25 государств. Какие-то вместе между собой склеятся, какие-то по отдельности будут. Кто-то к Мексике уйдет, кто-то еще куда-нибудь слиняет. Ну, не знаю. Чем больше у них там свобод, тем быстрее они развалятся. Потому что неограниченное число свобод приводит только к анархии. А анархия только в песнях, мать порядка. И другая похожая группа лиц упорно молчит про убийство кузена основателя движения «Черные жизни важны» БЛМ. Но в принципе, что случилось? Кузен основателя этой БЛМ ехал на машине, попал в аварию, вызвали полицию, полиция приехала, начала смотреть, и чернокожему товарищу не понравилось, как работают полицейские. Начал кричать, ругаться, топать ногами. И произошло страшное. Этого товарища просто-напросто взяли, уложили на землю и начали долбить электрошокером. Ну, это пистолетик струнами с током стреляет. Ну и додолбили до такой степени, что товарищ просто-напросто не выдержал. Ну, сказалось многовековое рабство, алкоголизм, наркомания и, в общем, не сильно здоровый образ жизни. Если помните, когда придушили Флойда, когда вот это самое движение началось, все шумели, все кричали, как так, черного человека незаконно обидели, наркомана, больного на голову, придушили. Полицейскому медаль надо было за это дать, но не дали. А сейчас повесточка немножко ушла в сторону. Сейчас, да, черные жизни, конечно же, важны. Но не так, как несколько лет назад. Поэтому кто-то где-то, конечно, написал, но на этом все и закончилось. Просят рассказать про Медведчука. Если честно, обычный укр. Есть укры, которые считают, что они укры. Выкопали Черное море, насыпали Кавказ. И то есть все такие правильные, сильные, смелые. И есть укры, которые вдруг резко посчитали, что мы русские. Ну не мы, понятное дело, русские, а то, что они стали мы русские, пострадали за русский мир, все такое прочее. Вот Медведчук резко решил стать именно таким, пострадавшим за русский мир. А что это такое за Арзамас зверь поддержал на Медведчук и кому он 500. нужен? Но по большому счету Медведчук через букву У только пишется. Нахрен никому не нужен.
но за 500 рублей спасибо. Вот, кстати, если сделаете донат, будет выглядеть вот так. Арзамас, молодец. Медведчук по своей идее был украинским олигархом, которого там решили раздербанить. И сейчас опубликовал какое-то видео с напоминанием о том, смотрите, вот он я есть такой, хороший, предлагаю создать там партию мира или еще какую-то там пророссийскую партию на Украине. Дружище, мне вот хочется ответить, зачем создавать проукраинскую партию на Украине? Когда закончится специальная войсковая операция, там будет ЛДПР, там будет Единая Россия, коммунисты по-любому тоже придут. Вот тебе сразу несколько российских, а не пророссийских партий. Если какие-то громадянцы уйдут в Польшу, присоединят там Львовскую, еще какую-нибудь территорию к Польше, то им там никакие партии вообще не нужны будут. Они будут в Европе, им надо будет раздербанить кого-то, чтобы было как-то там то все побогаче, получше. А вот это то, что Медведчук записал какое-то видео, ну, товарищ, мне кажется, просто готовится что-то, какое-то действие произвести. И чтобы это не получилось, а кто это, от кого это, а зачем это, надо про себя как-то напомнить. Вот он про себя напомнил. Показал, смотрите, да, вот оно так. Пустой треп и ничего более. Некоторые депутаты нашей, Российской Государственной Думы собираются сделать чемпионат мира по лапте в районе 24 или какого-то небольшого после 24 года. В ряде школ данный вид спорта, лапта, кто не в курсе, это такая старославянская разновидность бейсбола. Если современным языком выражаться, немного по-другому. Ну, смысл примерно такой же. Стукнул, подлетело, доской хлобыснул, чтобы улетело куда-то подальше. Если честно, гуглить, правила искать лень было. Но фишка остается в том, что ряд депутатов разработали программу, отправили в Минобразование, там разослали по школам, будут делать специальные площадки специально для этой игры, обучать детей играть в эту игру. Ну и когда все научатся, будем проводить чемпионат мира. Хочется немножко прокомментировать эту новость как кусок небольшой истории. Когда я учился в школе, давно уже было, у нас были баскетбольные наклонности. Ну как, во время, когда нету снега, мы играли в баскетбол, а когда снег был, катались на лыжах. Из числа моих одноклассников никто не стал ни каким-либо лыжным гонщиком, ни каким-то там баскетболистом. Лично я после школы лыжи одевал
раза 3 и 4, когда в армии служил. И все. Поэтому я думаю, что скорее всего через месяц максимум про эту лапту уже никто и не вспомнит. И вряд ли кто там будет что-то делать, спортивные площадки. Для лапты просто нужен небольшой кусок ровной земли. Там не нужно строить никаких стадионов. Но зато я думаю, что где-нибудь месяца через, может быть, раньше, может быть, позже, ну, где-нибудь через месяц, через два, появится новый персонаж, который заявит, что давайте мы вернем школьную форму. Девочки будут ходить в советской коричневой форме с белым фарточком, а мальчики будут ходить в танковых куртках, ну и ученики старших классов в пиджачках. Все будут как инкубаторские одинаково, что заставит детей, разумеется, лучше учиться, потому что не будет этой один пришел в модной футболке, а другого футболка на Алике куплена. Все будут одинаковые, все будут красивые. И вообще они про эту самую моду, это пустое. А в случае чего, если вдруг надо сэкономить, то можно эти вместо пиджачков там косоворотки выдавать. Специально вышить один размер. Пускай там первоклассник ходит, она у него около колена заканчивается. А в 11 классе она уже там чуть повыше заканчиваться будет. А чтобы не висела робой, можно поясочек там какой-то веревочкой перевязать. И веревочки тоже можно будет продавать по дешевочке тем же самым школам. Ну и в завершение вопросов небольшой наброс на некого товарища, который заявил, что песня «Червона Калина» это не нацистская песня. Это обычная, хорошая песня. И я полностью поддерживаю этого самого товарища. Вот сейчас должно было видео быть с этим самым товарищем. Но из-за того, что Windows переставил, это видео и видео из распаковки удалилось. Поэтому распаковку покажу без видео. И про червоную калину вы это тоже не послушаете. Но фишка заключается в том, что на данного товарища накинулись эти самые турбопатриоты, которые заявили, что эту песню поют бандеровцы на Украине. И поэтому песня это гимн бандеровцев. И петь ее теперь нельзя. Те же самые турбопатриоты заявили, что смотреть Мимино с недавно помершим Кикабидзе это плохое занятие, потому что Вахтанг Кикабидзе стал русофобом. По тем же самым причинам смотреть фильм «Советский цыган» тоже не стоит, потому что не помню, как зовут этого актера, который цыгана сыграл, но уже не грузин, а молдаванин. Тоже русофобом был. Соответственно, песню Пугачевой Ротару слушать нельзя, даже когда Пугачева поет про «Все могут короли» из далекого советского прошлого. Лично я высказываю только свое мнение, которое я никому не навязываю. «Червона Калина» старая украинская песня. То, что ее начали сейчас петь украинцы, бандеровцы, украинские нацисты, не делает эту песню чем-то другим. Это как была хорошая песня, так и осталась хорошая песня. Вся лишь разница в том, в каком контексте она подается.
Ну, вот, допустим, в 23 году специальная войсковая операция закончилась, и со временем пройдет, ну, лет 10. И кто-нибудь в 2033 году вспомнит о том, что «Червона калина» это не украинская народная песня, а гимн бандеровцев. Кстати, совет для украинских бандеровцев, как опустить всех российских турбопатриотов. Начните коллективом петь гимн Российской Федерации. Хором на площади. Собрались где-нибудь в Херсоне. Толпу человек 500, 600, 700, 800, можно 1000. И хором. Не просто как-нибудь так вот лишь бы спеть, а хором. После хорошей тренировочки. На украинской мове. Союз нерушимый, республик свободных. Только в современном исполнении. Расплатил навеки Великую Русь. Текст найдете. И тогда турбопатриотам придется либо признать то, что «Червона калина» старинная украинская песня, либо начать кричать о том, что смотрите, украинские бандеровцы поют гимн России, а гимн России случайно не бандеровская песня. Искривление шаблона произойдет. Совет дал бесплатно, но жду донатов. Ну а тем временем вопросы закончились, и давайте полегоньку перейдем в киносериальную часть. В киносериальной части сегодня немножко про Джека Райана 3-й сезон. Вот буквально вчера закончил его смотреть. Сезон интересный. Противостояние русских сепаратистов с Россией и Америкой. Сюжет рассказывать не буду. На Лостфильме можете посмотреть все 3 сезона без рекламы, различных казино и прочее. Все это легко, запросто делается. Но мне просто вот подача России в этом фильме понравилась. Агент ЦРУ и жена убитого министра обороны России. Вернее, агент ЦРУ, президент Чехии договариваются с женой убитого президента обороны России о том, что им нужно встретиться с российским президентом. Хорошо, вы меня убедили, завтра по этому адресу подходите. Значит, подъезжают, вход в туннель, закрыты железные ворота, подошли, постучали, ворота сетка рабица, жестянка, то есть ничего такого пуленепробиваемого, логотип российских железных дорог, открывает дверь человек в костюмчике, заходите, ведет туннелями, как здесь мрачно, почти как под Парижем, все туннели для бегства мрачная штука. Ладно. Дошли до определенного места, человек в костюме дает бумажку, вот вам карта, свои долги перед
гражданкой Поповой я выполню. Один агент ЦРУ уходит в одну сторону, другой идет в другую сторону. Заходит в Кремль, один где-то там в подвале, другой где-то там чуть ли на верхних этажах. Одни встречаются с президентом, другой встречается с человеком, который решил произвести небольшой переворот в России и самому стать президентом. Показывают товарища, который, должность его называется раза 3-4, каждый раз по-разному, но что-то вроде самого главного по внешней разведке. Товарищ ходит везде, в черном плаще поверх рубашки. Причем без разницы, идет он там по лесу, по городу, в Кремле, опять же, к президенту на консультацию. То есть везде все одинаково. Показывают, все, то есть он помог, сохранил президента, и вот в дверь стучатся, и он как раз идет на кухню, где свистит чайник. Покажет его руку, берет чайник, поднимает чайник старинный, советский, алюминиевый. То есть он свистеть, даже если сильно захочет, не сможет. Нету там свистка. Наливает в стакан кипятка, одевает свой черный плащ, поправляет, открывает дверь. Дружище, я тебе ничего не испорчу. Я тебе мстить не буду. Уходит, садится, дальше вроде как бы его должны застрелить, по идее. Неизвестно за что, неизвестно зачем. Но это же Россия. Там всех расстреливают. Квартира. Вот у меня подъезд точно так же покрашен. Только у меня вот снизу зеленая, оставшаяся треть белила. А там вот этим зеленым, вся стена зеленая. Ковер на стене. Но у нас такие дорожки где-то в деревнях обычно стелили. То есть, метр шириной. Вот представьте, вот стена, и на ней вот шириной 1 метр такая вот длинная дорожка висит. Да, понятное дело, что нужно показать, что вот смотрите, вот у этих россиян там ковры на стены вешают, еще там что-то такое делают, вешают. 20 лет назад, 30. Сейчас уже нет. А зря. На мой взгляд, смотрелось неплохо. И вот такие вот мелочи, весь сериал. Да, согласен, до нового Викингов, Валхаллы далеко, где Нижегородца играет африканец. А что загорел нормально? В Новгороде там солнце летом, ой, как печет. Кстати, анекдот вспомнился. Сидит негритенок, Богу молится, плачет, жалуется. Господи, зачем ты меня вот сделал таким? Черным, кудрявым. Тучи расходятся, оттуда глаз Божий. Дружище, я специально сделал тебя и твоих братьев черными, чтобы ваша кожа не обгорала под жарким африканским солнцем. А кудрявым я сделал, чтобы когда ты прыгал с дерева на дерево, твои волосы не развивались где-то там позади и не цеплялись за ветки, чтобы тебе больно не было, дружище. Господи, спасибо. У меня один последний вопрос. А нахрена мне вот это все в Сибири? Почему нет? Да ладно. И теперь, соответственно, переходим к разделу распаковки.
распаковывать-то в принципе особо-то и нечего. Так, где она у меня тут? Пришла вот такой, ну, большой серый пакетик, и в нем вот такой пакетик. Вот такая вот штука, на которой сбоку написано версия 5.1. Вставляется в свободный USB-порт, и ваш настольный компьютер становится рабочим в плане с Bluetooth. Лично мне эта штука была нужна, чтобы цеплять наушники блютусовские, которые работают с Bluetooth 5.1. Вот этот свисток, который я сейчас показал, ну, точно такой же, как и другой, как и более новый, с той лишь разницей, что он работал на версии 3 Bluetooth. И, соответственно, блютусовские наушники быстрее разряжались. Качество звука не скажу, чтобы как-то изменилось. На мой взгляд, оно вообще никак не изменилось. Вот если приглядитесь, вот моя кровать. Голова вон там находится. В Bluetooth наушниках, когда я лежу, голова находится там, ну сколько здесь? Ну 3 метра. Системный блок вот здесь внизу стоит. Смотрю кино ночью, например, или музыку слушаю через эти затычки. Все точно так же, все так же. Но старые наушники разряжались через 2 часа. Плюс-минус 5-10 минут. А вот с этим свистком они почему-то стали разряжаться. Ну, у меня стоит таймер на выключение на 3 часа. И то есть они выключаются за 5 минут до выключения компьютера, либо компьютер выключается раньше. То есть они 3 часа выдерживают. Наушники дешевые, обычные, за 200 рублей на Алике купленные. Если Почта России тормозить не будет, то сегодня у нас что? Понедельник, значит в пятницу будет следующий выпуск стрима, и в пятницу покажу новые наушники, тоже затычки, тоже не сильно дорогие, тоже с Алика. Но сегодня утром были в Казани. Значит, сегодня или завтра они будут в Нижнем. И, соответственно, послезавтра или послезавтра будут уже у меня. Но при условии, если их не потеряет Почта России, которая доставляет. Ну, собственно, и все. Стрим будем считать завершенным. Где оставлять свои пожелания, вы уже знаете. Все контакты есть. Но главное, не забывайте, что дешевле всего это перейти на Boosty и подписаться. И тогда мы с вами будем общаться на полном. И так далее. Все, всем пока. Увидимся в пятницу.